Приветствую тебя на канале Твой Конфиг. Сегодня у нас на обзоре вот такой вот телефон Lenovo Z6 Pro, версия 8128. Поставляется он вот такой матовой коробочке. Глобальная версия это у нас с аббревиатурой Motorola, то есть совместно с Motorola компания Lenovo делала. К сожалению, на глобальный рынок вышло всего две этих модели: Lenovo Z6 Pro и Z6. Собственно, чем примечателен этот телефон? Тем, что, во-первых, это был флагман 2019 года. Стоил он по версии E-каталога 28 990 рублей. Итак, что же в нем интересного? А интересное в нем то, что у него экран 6:39 с разрешением 2340 на 1080, соотношение сторон 19,5 к 9, да? Потом у него изначально из коробки он идет на Android 9. У него Snapdragon 855 с тактовой частотой 2,84 и графический процессор Adreno 640. Супер AMOLED экран. Эта камерка у нас на 32 мегапикселя, фронталочка. Потом что у нас? Основная камера это 4 модуля. Одна 48 мегапикселей, 16 мегапикселей, 8 мегапикселей. В общем, снимает в 4К. Full HD снимает. Якобы есть оптическая стабилизация на вот этой камере, которая работает только в спорт режиме. Я, честно сказать, тестировал и не заметил тут никакой стабилизации. Слышно, что там что-то вот бултыхается. Но так это обычно происходит, где осевые, по нескольким осям стабилизация идет. Что самое интересное, весит он 185 грамм, при том, что у него якобы водяное охлаждение. Я не знаю, разбирать этот телефон не хочу смотреть, если вам интересно. О, так оказывается, может он переключаться. Даже не знал. Вот это загорается Always On Display. Он, естественно, там буквально 5 секунд, он показал что-то и все. Он здесь не настраиваемый. Телефон тоненький. Он... по сравнению с тем же Poco X3, который у меня был на обзоре, он легкий. Но здесь, к сожалению, чехла у меня нету, то есть у него такая вот пленочка под карбон наклеена защитная. Сзади стекло у него на панели, здесь тоже стекло. Вот, металлические грани по кругу, стереозвука здесь нет. Сканер отпечатка пальцев подэкранный, разблокируется он моментально. Сейчас давайте мы запустим Antutu. Вот первый прогон показал 504 тысячи, сейчас попробуем сделать второй прогон. Пока второй прогон делается, вам расскажу другие приколюхи про этот телефон. Экран у него очень классный, читается все замечательно. На солнце у него достаточно большое количество яркости, то есть чтобы вы не обламывались. Есть мини-джек для прослушивания музыки. Что касается, вот, кстати, звука. Что касается звука, у него поддержка Dolby Atmos. К сожалению, эту поддержку отключить нельзя, то есть там будет всего 3 пресета. Я вам покажу после того, как тест закончится. Потом что? В настройках видео стабилизация есть, как включается. Можно ее отключить, но разницу в режимах я особо не заметил. Со штатива он снимает замечательно. Вы увидите ролик, который был до этого, обзор мышек 3, Блуди там и Red Dragon. Вот я снимал со штатива именно на Lenovo K6 Pro. Версия хорошая, то есть все летает быстро, но вот Android 9 не дает покоя. Соответственно, на форумах, на XBT есть прошивки кастомные, в том числе китайская прошивка вышла уже на Android 10, она есть, к сожалению, на глобалку это не зашло. Объявление Авито я встречал даже на 11-м андроиде, кто-то уже, видимо, переделал кастомы и делали там с каких-то других аппаратов. Аккумулятор у него 4000 мАч литий-полимерный. В принципе, телефон, когда заряжается, особо не греется, в отличие от Poco X3, либо того же Redmi Note 10 или того же Redmi Note 9s. Также хотелось бы добавить, что у этой прошивки, которая идет с завода, да, глобальная версия, здесь, к сожалению, нельзя включить темную тему. Телефон, грубо говоря, из коробки взял и пользуешься. Хочешь хорошие фотоснимки?
он может хорошие фотоснимки, и широкоугольный объектив может, и ночная съемка тут замечательная, потому что у него тут, кстати, лазерный автофокус есть. Вот здесь, если вам будет видно, рядом со вспышкой здесь есть два. Один лазерный, а второй еще какой-то датчик, я не помню уже. Нет NFC, ребят. То есть во флагмане 2019 года они почему-то сделали, вот, казалось бы, все хорошо в этом телефоне, но нет NFC. Мне, по сути, этот NFC нахрен не сдался. Я топлю за наличку, и вам рекомендую деньги наличные держать, потому что наша чудесная страна ни от чего вас не страхует. Что касается игрушек, сейчас вот две игры по очереди. Посмотрим их настройки. Первая игра будет Asphalt 9, вторая игра будет World of Warships. То есть мы выставим все на максимум и глянем, как этот телефон вывозит. Я вам расскажу, греется он или не греется, и вообще комфортно на нем играть или нет. Камеры не выпирают, кстати, из корпуса. Итак, как вы видите, тест в Antutu набрал 500 тысяч баллов, версия 9.0.10. Ну, в общем, что я могу сказать? По нынешним меркам крутая тема. Допустим, Poco X3 NFC набрал 366 тысяч. Я тогда прям думаю, нифига себе, телефон за такие деньги, такой производительный. Кстати, вот еще такая особенность. У него есть безрамочная вот эта тема, без кнопочек, да, переключение жестами, там, пользование жестами, называется U-Touch. Таким образом мы сворачиваем, да, как вот на Xiaomi-шных телефонах, на оболочках там Poco, Moe, да. Вот, но чтобы, короче, нам выгрузить все то, что из памяти, нам надо вот так сделать. Ну, короче, вот так мы оставляем и потом выкидываем. Не очень удобно, но все на самом деле привычка. То есть привыкаешь и все. Перейдем давайте к асфальту, допустим. Asphalt 9 легенды. Настройки, получается, качество визуала стандарт. Давайте поставим высокое качество. Вот эта часть прям вот металлическая, вот эта рамочка, она прям уже тепленькая. Здесь нет, прохладная. А вот здесь уже рамка теплая. Ну, в общем, никаких лагов и фризов нет. Ладно, перейдем к следующей игре. World of Warships Blitz. Настройки графики тут максимально сверхвысокие, 60 кадров. Можно этот телефон назвать смело игровым, но не забывайте о том, что у него 4000 мАч аккумуляторная батарея. И поэтому, наверное, шибко долго не получится. Так, никаких лагов я не заметил. Очень все плавно крутится, замечательно. То есть, все-таки флагманский процессор дает себе знать, да? Итак, подводя итог, есть ли смысл его покупать в 2021 году и по каким причинам? Если вы любите играть, если вы любите снимать видео, делать качественные фотографии, то здесь, в принципе, можно даже Google камеру не ставить, он и так замечательно снимает и фотографирует. Но с Google камерой, по-моему, он стабилизирует видео несколько лучше, поэтому лучше найти мод и все же поставить. По автономности, так как я в игрушки не играю, мне этого телефона хватает приблизительно на 1,5 дня использования. Я слушаю музыку по коммуникациям, таким как Wi-Fi, Bluetooth, проблем нет, связь не рвет, скорость скачивания и скорость подключения достаточно большая. Хочу показать вот этот нюанс, о котором я уже говорил ранее. Настройки звука переходим. Dolby Atmos, да? Казалось бы, на том же Samsung A51, там ты можешь с верхней шторки вот так откинуть, там включить или выключить Dolby Atmos, если тебе надо. Здесь такого нельзя. Здесь заходишь в настройки Dolby Atmos, нажимаешь, и что ты видишь? Вот таких 3 пресета. Динамика, музыка, фильм. Поддержка здесь Dolby Atmos мне не нравится, как это все реализовано. Слишком очень много высоких частот, низких частот в тех наушниках, в которых там бахает и аж сера с ушей вываливается. Здесь такого, к сожалению, нет, он почему-то так не раскачивает. Эквалайзеры, которые можно выставлять, они не всегда срабатывают. Может быть, я, конечно, что-то не то делаю.
Что касается вот обновления системы, да, у него стоит 11.0.405 стабильная. К сожалению, он не предлагает, но не забываем о том, что на форумах очень много всяких кастомов. В целом, что могу сказать? Телефон отличный. Если вы сможете его найти там за 14-17 тысяч рублей в версии 8.128 в полной комплектации, как вот я, с коробочкой, зарядочкой, совсем есть смысл брать. Ставьте лайки или дизлайки, если вам не понравилось. Если понравилось, не забывайте подписывать на канал, колокольчик нажимайте, чтобы не пропускать новые видео. Также, если у вас такой телефон есть или уже был, пишите в комментарии, делитесь мнением, чтобы люди знали, стоит ли покупать такой телефон или не стоит, так как у обзорщиков он прошел в принципе мимо. Особо мало кто про него говорил, но трубка, на мой взгляд, недооцененная. С вами был твой конфиг. Всем пока.